страсти. Я прекрасно помню, что в детстве пересматривал «Гости к Робинсонам» несчетное количество раз, и тем не менее умудрился забыть, что он вообще существует. И подобную тенденцию я заметил абсолютно у всех. Не сказать, что это был какой-то гиперпопулярный мультфильм раньше, но все же многие его смотрели. Да и если подумать, то мультфильм в целом неплох. А особенно неплохие идеи этой картины. Но он как-то массово вылетел из памяти. О нем даже нет ни единого ролика на русском ютубе. В 2007 году, помимо «В гости к Робинсонам», вышло на самом деле много мультфильмов. И мне кажется, что он просто утонул в этом всем. Недавно же, пересмотрев его, я лишний раз убедился, что картина добротная, и вспомнил, за что ее полюбил. Но все-таки даже сейчас она какая-то мыльная, что ли. Дело в том, что истории про путешествия во времени уже невероятно заезжены. И, наверное, тот факт, что «В гости к Робинсонам» имеет слишком много схож с другими популярными фильмами про временные путешествия, делает его слишком серым и незапоминающимся. Хотя неожиданные повороты в конце до сих пор вызывают у меня мурашки по коже. Особенно история Майкла Ягубина, который годами жил в заброшенном детском доме и гнил за мысли о мести. Но об этом мы еще поговорим. С самого начала нам драматично демонстрирует мать, которая оставляет своего ребенка под дверью у детдома. Она даже в звонок звонить не стала. Льюис предстает перед нами как брошенный и никем не желанный ребенок. Его смотрели целых 122 семейных пары, и каждая от него отказалась. Родная мать от него отказалась. И что он делает? Он хочет знать, кто была его мать. Он хочет вернуться в прошлое. Он держится за прошлое. Все путешествие Льюиса в будущее — это просто попытка сбежать от настоящего. Мы продолжаем двигаться вперед, открывая новые двери и делая новые вещи, потому что мы любопытны, и любопытство ведет нас по новым путям. Это слова Уолта Диснея, и они, по факту, олицетворяют главную тему всего мультфильма. Льюис, как и Майк Ягубиан, пытаются жить прошлым. Льюис готов остаться в будущем, лишь бы не возвращаться назад. Но он упускает тот момент, что если он не вернется в настоящее, то этого будущего никогда не будет. В мультфильме очень часто поднимается вопрос неудач. У Льюиса постоянно ничего не получается. Все его изобретения терпят крах. Когда он попадает в семью к Робинсонам, то также неправильно чинит прибор, из-за чего он ломается и пачкает всех родственников. Нет. Но все смеются, и главный девиз «только вперед». Они радуются каждой неудаче, ведь неудачи и поражения – это неизбежный путь к победе. По известной истории, Томас Эдисон 1000 раз ошибался и терпел крах перед тем, как изобрести ту самую лампу накаливания. Так же и здесь. Как мы видели, Корнелиус, он же Льюис, много раз пытался создать машину времени, и только на 951 раз у него получилось. Мультфильм говорит нам, каждое твое действие, будь то правильное или неправильное, в итоге приведет тебя к успеху. Все, что происходит и должно происходить. Такая же идея была и в Кунг-фу Панде. Неудачливые люди расстраиваются из-за поражений и перестают пытаться. Точно так, как сделал Майк Ягубиан. Успешные же люди радуются поражениям, берут с них урок и двигаются дальше. Не сказать, что эта идея нова или революционна, но мы, люди, склонны забывать обыденные вещи. И такой мультфильм, как «Гости к Робинсонам», нам как раз и напоминает об одной обыденной, но очень важной вещи. Играй с мячом, который бросает тебе судьба. Это принцип стоиков. Что бы с тобой ни происходило, не надо жаловаться и проклинать все подряд. Если с тобой произошло что-то плохое, у тебя нет выбора, кроме как успокоиться и идти дальше. Льюису повезло, и он увидел, каким может быть его будущее. Он понял, что ему нужно вернуться назад, если он хочет, что у него было бы так же. Ему нужно жить настоящим. У нас же нет возможности увидеть, что будет через 5, 10 или 50 лет. Нам нужно просто жить и пытаться, а там уж будь как будет. Судьба и жизнь Майка Ягубиана же — это воистину квинтэссенция всего мультфильма. Он — это прямая противоположность девизу «только вперед». Однажды он пропускает подачу в бейсбольном матче из-за того, что Льюис не давал ему спать. Они проиграли тот матч, и после этого он перестал заниматься бейсболом. Одно поражение остановило его. Майк перестал видеть возможности. Он начал считать, что все его ненавидят. Но это не так. Взгляните на этот момент. Привет, Губ, классная папочка. Слушай, в гости к нам не заглянешь? Все меня ненавидели. Здесь мы четко видим, что его не ненавидели, а даже напротив, к нему тянулись люди, но он сам закрылся от них. Майк жил и копил ненависть к Льюису. Он считал, что это все из-за того матча, из-за того, что Льюис не давал ему спать. Он держался за прошлое. Каждый свой день он проживал с мыслью о мести. Он думал, что если бы тогда Льюис дал ему спать, то его жизнь бы сложилась иначе. Он не сказал: «Хорошо, так произошло, но мне ничего не остается, как идти дальше». Вместо этого он стал всех ненавидеть и жаловался на правительство по факту, что уж больно сильно напоминает мне наше постсоветское пространство. Также мультфильм продвигает идею того, что странность — это нормально. Да вы только посмотрите на семейку Робинсонов. Твои тефтели ничто для меня.
Тогда ты, может, отведаешь итальянской колбаски? Обычный человек сказал бы, что у них проблемы с головой, но нет, они просто те, кто они есть. Каждый из них является собой, даже если он странный в парадигме нашего реального мира. Но суть еще заключается в том, что Льюис сам странный, и его жизнь в будущем — это прямое следствие того, кто он есть. Он странный и талантливый, и именно поэтому такие же эксцентричные и талантливые люди к нему тянулись, что по итогу привело к основанию такой гигантской семьи. Уровень твоей жизни — это следствие того, кем ты был всю свою жизнь до этого. В этом и вся суть. Тут нет ничего гениального. Это то, как все есть. Мы живем в мире, где мы либо принимаем его ужасы и движемся вперед, либо начинаем жаловаться, унывать и деградировать. В целом, как я и сказал, идеи этого мультфильма довольно обыденные и не такие уж революционные. Они уже давно играют свою роль в истории человечества, и люди, которые научились этим идеям, теперь во многом преуспели, а те, кто не научились, не преуспели. На самом деле мультфильм довольно детский, и я знаю, что вы сейчас скажете, все мультфильмы детские. Но нет, та же Кунг Фу Панда, например, будет интересна не только детям, но в гости к Робинсонам будто специально пытается выглядеть максимум для детей до 14 лет. Нет, его можно смотреть и взрослым, но он все же какой-то примитивный в некоторых аспектах. Например, тот же Майк Ягубиан. Его судьба, как я и сказал, абсолютно чудовищная, но он выступает в роли откровенно комичного персонажа. Смотри, что я нашел! Это палочка. И так тут со многим. Можете пересмотреть, и вы поймете, о чем я. Тем не менее, это не значит, что произведение плохое. Нет, оно довольно интересное. И тут довольно хорошие идеи, которые важно вбить в голову детям. Но сильного желания пересматривать его у меня нет. Хотя и будучи малым, я смотрел его без остановок. Если же говорить о музыке, то она тут безусловно шикарная. Чего стоит только один трек из самой первой сцены. И вот эта песня. Здрасте, как дела, как живете? А еще мне дико нравятся все эти неожиданные повороты, типа того, что котелок оказывается Майком, Уилбер сыном Льюиса, или вот эта девочка женой все того же Льюиса. Это заставляет тебя пересматривать мультфильм еще много раз, чтобы увидеть и окончательно понять, кто есть кто. И все же, в гости к Робинсонам есть просто море сюжетных дыр. Конечно же, большинство из них заключается в самом путешествии во времени. Я, конечно, не эксперт по межвременным путешествиям, но явно сюжет не мог проистекать в двух разных временах одновременно. Льюис и котелок не могли одновременно делать действия и влиять на будущее, находясь в разных временах. Я понимаю, что это сделано с целью продвижения сюжета, но это просто забавно, насколько это нелогично. У них две машины времени, из-за чего появляется в 2 раза больше проблем. Они спокойно катаются туда-сюда во времени и даже встречают друг друга в одном и том же времени. Когда Льюис возвращается назад, он будет Майка, и в итоге тот ловит подачу. Это означает, что он не станет котелком и не похитит машину времени, и ничего этого не будет. Ничего, что происходило в мультфильме, не будет. И будущее, соответственно, тоже изменится. Готов поспорить, что как минимум Уилберт не родится. Но да ладно. С этим проблемы не только в гости к Робинсонам. Это касается почти каждого фильма про путешествия во времени. Хотя те же Мстители Финал справились с этим куда лучше и научно достоверней, если так можно сказать. В общем, мультфильм в целом неплохой, и он, к сожалению, незаслуженно забыт. Причем поголовно. Я даже не уверен, что это видео наберет хоть какие-то просмотры. Ведь тех, кто помнит это произведение, можно на пальцах одной руки сосчитать. Но тем не менее, большое спасибо за просмотр данного ролика. Помните хорошие мультфильмы. А я пошел. Еще увидимся.